Всем привет! Сегодня мы хотим, наверное, с вами сделать альбомчик для начинающих. Для начинающих, прям вообще начинающих, которые еще только знакомятся со скрапбукингом, у которых нет большого количества запасов материалов и инструментов. Поэтому мы сделаем альбом только из бумаги. Нам понадобится еще один листочек картона пивного и вот такие листы крафтовые. Это называется бумага для эскизов. Продается в Леонардо. Нам еще что из инструментов понадобится? Нож и линейка железная. Уж минимально необходимые. И коврик для резки. Если у вас нет коврика для резки, ну и ножницы, конечно. Обычные ножницы. Если нет коврика для резки, тогда придется все намечать карандашом и отрезать аккуратно ножницами. Но коврик вообще необходимая вещь. Рекомендую все-таки его приобрести. Давайте посмотрим, какая у нас есть бумага. Когда подбираете какую-то бумагу, старайтесь, чтобы она имела какие-то интересные элементы для вырезания. Благодаря этому мы сделаем альбом очень быстро, красиво. Здесь есть карточки, такие вот листочки. Я уже этот набор немножечко использовала. У меня остались не все листы. Вот два таких. Вот эти по одному. Деревяшка, кружево, листики. Вот. Постараемся как можно меньше листочков использовать, чтобы он у нас был экономный, простой альбом. Так, и я сразу же распечатала несколько фотографий. То есть, так как мы будем использовать, ну, обычно печать дает максимально 10 на 15 фотографий. То есть вот это наше будет максимальное 10 на 15. Вот, можно, смотрите, распечатать по 2 фотографии на одной, получится 7,5 на 10. Такие фотографии очень хороши, мы их разрежем и будем использовать. Также можно напечатать фотографию с рамочкой. Вот, тогда она будет 9 на 13. Давайте измерим. 9, даже на 12. Такие фотографии тоже мы вырежем белую рамочку и будем использовать в альбоме. Ну и эти разрежем, и у нас будет много фотографий. При этом мы не потратили большое количество денежных средств на их распечатку. Вот. Ну, давайте я сейчас займусь разрезанием фотографий. Ну все, подготовительный процесс закончен. Мы сделали наши фотографии. Если у вас нет фотографий или вы еще не придумали, какие фотографии будете вклеивать в альбом, просто будем оставлять пустое место, подложечку для фотографии, куда впоследствии она разместится. Итак, все, фотографии готовы, наша бумага найдена. Дальше займемся основным переплетом. Нам понадобятся такие бумага для эскизов.
Смотрите, так как наша фотография максимальная 15 сантиметров высотой, то чтобы она помещалась в альбом, нам нужно немного прибавить. Соответственно, мы будем делать наш альбом 15 на 15, такие 15,5 на 15,5, такие у нас будут странички. Вот поэтому мы отрезаем от каждого 15,5 сантиметров. Отмечаем здесь 15,5 сантиметров. Или удобно это делать прям по разметке коврика. Если здесь вот ровненько положить, здесь отметить и провести линию. Вот эта высота нашей будет страницы. Нам таких страниц понадобится 5. Все, наши базовые странички нарезаны. Сейчас покажу, что будем делать дальше. Нам сейчас нужно пробеговать странички. Что такое пробеговать? Это сделать ровный сгиб. Вы можете использовать доску для беговки. Вообще это тоже необходимая вещь. Но если ее нет, то можно использовать какую-нибудь спицу. То есть нам нужно отмерить. Сейчас я вам покажу. Смотрите, мы делаем 15,5. Проводим линию. Благодаря линии, мы когда согнем, смотрите, наш сгиб получился ровный и красивый, как в открытках. Вот для этого нужна беговка. То есть если, например, мы просто согнем, вот возьмем кусочек, просто согнем, то сгиб будет некрасивый, с заломами, неровненький. Вот, нужно поэтому обязательно проводить эту беговочную линию. Если у вас нет вот этой доски, то мы будем проводить спицей, например, или чем-то таким тупым предметом. В принципе, тоже можно. Первое время я делала вот какую-то спицу, несколько раз проводим. Тоже получаем вот такой сгиб. Он, конечно, менее красивый, чем вот этот. Но, тем не менее, не такой совсем с заломами. Поэтому тоже можно этот метод применять. Так, мы провели одну линию на расстоянии 15,5. И нам нужно будет провести еще одну линию плюс сантиметр. Это будет расстояние между нашими страницами. Вот так вот. У нас 15,5. Значит, проводим плюс 1, где 16,5. Смотрите, сгибаем всегда с другой стороны. Там мы проводили с этой стороны, с этой сгибаем. Тогда получается очень красивый ровный сгиб. А это мы оставляем для приклеивания. Так делаем со всеми страничками. Смотрите, последнюю страницу мы просто отрежем на расстоянии 15,5 сантиметров.
теперь нужно приклеить. То есть у нас будет вот эта страничка, и следующая будет вот эта. То есть вот эту толщину мы оставляем свободной, а приклеиваем вот этот вот хлястик к следующей странице. Ну, для того, чтобы он не был таким большим, можно его немножечко отрезать. И вот эти уголочки срезать. То есть мы срезаем от линии, ну, на любое расстояние. Мы берем одну страничку, этот вот хлястик. Мы будем использовать такой клей Момент Кристалл. Он продается везде. ПВА все-таки лучше не использовать, потому что может страницу повести, она покоробится. Вообще есть много клеев, но это просто я вам показываю самый распространенный, доступный, везде продается. Смотрите, и приклеивать мы будем вот к этой странице. То есть мы здесь уже сгибаем вот так вот. Прикладываем ровненько. Потом этот клей еще чем хорош, тем, что можно его потом так вот скатать и все. Даже если он где-то вылезет, страшно. Вот эта же палочка Бибиковка нам помогает приглаживать. Ну, если нет, просто приглаживайте руками. Вот у нас уже получилась некая толщина нашего альбома. Теперь опять обгибаем хлястик. Оставляем вот эти две перемычки. Промазываем клеем. Берем следующий листок. Следующий отгибаем так, чтобы серединочка оставалась. И прикладываем. Опять выравниваем все страницы вместе. Отгибаем. Берем страницу, опять загибаем, приклеиваем. Тоже что у нас получается. И вот почему здесь нам не нужна была страничка еще с одним хлястиком, потому что все, это последняя страница. Мы так приклеим, и на этом все. Так как у нас альбом одинаковый, то мы просто берем любую сторону. А так, в принципе, мы должны будем вымерить, по какой стороне правильно приклеить. Здесь легко. Сейчас немножечко
подсохнет. Вот что у нас получилось. Давайте посмотрим. Получился раз, два, три, четыре. 4 разворота. Вот такой толщины получился альбом. Ну, заготовка. Давайте тут посмотрим, как получилось. Здесь мы будем закрывать потом красивой скраб-бумагой. Если у вас немножко здесь клей вылез, ничего страшного. Все. Пока заготовку откладываем. Возьмем лист пивного картона. Этот пивной картон тоже продается в Леонардо. Где-то такой лист, это 20 на 30 рублей, 30 где-то стоит. Так как наш альбом 15,5, 15,5 наша заготовка, то обложечку нам нужно сделать немножечко побольше. Вернее, с этих краев немножечко побольше, но чтобы здесь было хорошее открывание, здесь немножечко поменьше. Мы берем, сделаем 2 листа, 16 в высоту, 15 в ширину. То есть мы здесь отрежем сейчас 16, разделим пополам, потому что тут лист 30 сантиметров. Вот он, 30 сантиметров. Это будет наша заготовка обложки. То есть, если мы вот так вставим, она будет немного с одной стороны больше, с другой стороны меньше. Вот. Еще раз. 15 сантиметров. Вот это расстояние. Вот это расстояние. 16 сантиметров. Так, и нам нужно будет сделать корешок. Для того, чтобы сделать корешок, измеряем, сколько здесь у нас внутренние странички занимает место. Благодаря склеиванию они у нас немножечко увеличились. У нас получилось здесь 4 сантиметра. Но мы полсантиметра еще прибавим. Так, делаем высоту. Это вот 16 сантиметров. Ну, можно взять листок. Остаточный от нашего отрезания страничек. Итак, вот эту высоту мы сделали 16 сантиметров. Сейчас нам нужно будет сделать, пробеговать вот так вот линии, так, чтобы между двумя сгибами оставалось достаточное расстояние для вставки нашего
альбома. То есть мы будем делать между ними 4 сантиметра. Здесь будем 4,5, вернее, мы сделаем 4,5 сантиметра. Еще раз, достаточно ли нам на 4,5 измерим? Да, вполне спокойно входит 4,5. И плюс сантиметр оставим на свободный ход и место для приклеивания где-то по 1,5 сантиметра. То есть мы берем нашу картонку, или не картонку, бумагу. 16 сантиметров у нас вдоль. Давайте возьмем где-то 2 сантиметра. Это на сгиб. 1 сантиметр. Это на свободный ход альбома. Потом 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Провели. Еще 1 сантиметр на свободный ход. Дальше на приклеивание. Ну вот. Давайте возьмем вот так. Это лишнее отрежем. Сгибаем первый сгиб внутрь, второй сгиб наружу. То есть у нас должно вот так получиться. Проверяем, вмещается ли наш альбомчик сюда. Все вмещается, значит нормально. Теперь приклеиваем наши картонки вот на эти сгибы, то есть те 16 сантиметров. Немножечко пусть подсохнет. Все, в принципе, достаточно быстро сделали базовый альбом. Что еще хотела сказать про базовый альбом? В принципе, вы можете обклеить все это красивой бумагой и на этом остановиться. И обложку мы, наверное, обтянем тканью. Но мы хотим сделать еще какие-нибудь интересные элементы, открывающиеся, разместить побольше фотографий. Поэтому пока мы не приклеиваем. Но основной смысл какой? Вот корешок, вот основание, мы не приклеиваем. Мы будем приклеивать потом в конце за странички. Вот так. Это к этой, это к этой. И у нас будет здесь вот свободный ход. Когда мы будем открывать наш альбом или перелистывать, здесь вот будет свободно. Как в книжном переплете. Вот. Такая у нас заготовка получилась. Дальше начнем оформлять. Итак, для обтяжки нашего альбома я выбрала вот такую ткань. Так как у нас альбом осенний, все цвета такие приглушенные, поэтому я считаю, что это, в принципе, цвет подойдет. Эта ткань у меня лен. Можно использовать хлопок. Не синтетическую ткань, а натуральную. Нужно обязательно использовать. Можно использовать там замшу, еще что-то, но для простоты мы будем использовать то, что доступно продается. Например, в Леонардо продаются отрезки льна и хлопка. Они где-то 50 на 50 сантиметров. Этого вполне хватит
один кусочек обернуть даже несколько альбомов. Но я уже этот кусочек тоже пользовала, поэтому сюда его спокойно хватит. Так, нам нужно отрезать нужную нам длину. Ткань тоже можно резать спокойно ножом. Мы оставляем чуть-чуть больше, чем наша обложка. Ну, где-то по 1,5 сантиметра. 1 сантиметр тоже можно оставить, но это уже будет сложно приклеить. Поэтому, если уж у вас отрезочек ткани маленький, будете просто аккуратно потом обтягивать. Этот кусок нам тоже пригодится, не выбрасываем. Так, здесь нам нужно нанести клей. Вот еще что хотел сказать. У меня ткань достаточно темная, и поэтому она не просвечивает. Если вы будете использовать какую-то светлую ткань, какую-то более белую или белую с рисунком, то тогда цвет вот этого вот корешка, вот этой бумаги, которую мы делали, корешок должен быть белым, для того, чтобы хорошо при просвечивании не проступал другой цвет. Или же вы можете, например, если у вас нет плотной белой бумаги, но на самом деле это обычный ватман или там бумага для черчения, достаточно этой плотности, вот, то можно обклеить, например, обычной офисной бумагой и скрыть вот этот вот крафтовый цвет. Итак, мы будем приклеивать. То есть здесь у нас будет ткань, это внутренняя сторона. Мы промазываем, но промазываем мы очень тонким слоем. Так, чтобы клей не проступал сквозь нашу ткань. Поэтому мы размазываем, прям делаю пальцем. Так достаточно обклеить серединочку. Итак, что мы делаем? Мы наносим клей вот здесь сверху. Подгибаем. Видите, когда плохо нанесешь, плохо размажешь, капельки проступают. Вот этого не должно быть на обложке. Тогда лучше совсем не наносить клей, а сразу обтянуть. Наносим снизу.
сейчас нам нужно будет подклеить уголки. Мы немножечко берем излишек, срезаем. Вот такой треугольничек. У нас останутся вот такие. Промазываем. Немножко нам нужно этот уголок подогнуть. Потом наклеить. То же самое здесь подогнуть, наклеить. И приклеиваем. Здесь мы наносили ткань картон, поэтому клей. Поэтому вот здесь как бы нам не хватает клея. Немножечко еще добавим. Вот у нас такая ложка получилась. Вот уже более-менее что-то вырисовывается. Потом украсим. Будет смотреться получше. Пока просто отставим в сторону и займемся нашими разворотами.